Однажды в жизни каждый уважающий себя мужчина задается важным вопросом. Как же научиться строить в Geometry Dash так, чтобы мои левела не выглядели как кусок говна? В большинстве случаев очевидный ответ последовал бы моментально. Нужно знать теорию цвета, шарить за композицию, баланс, нужно много труда и практики. Главный инструмент креатора — это вот эта приколюха. Если он умеет ей пользоваться, то у него получится грамотно обдумать дизайн, строить правильное взаимодействие между объектами и принимать правильные решения. Но что если я скажу, что все вышеперечисленное — это полная херня? Сейчас я вам докажу, что для того, чтобы строить как большинство нормальных креаторов в игре, вам не пригодится ни наличие извилин, ни наличие огромного опыта в редакторе. Ну и первым делом нам нужно зайти в редактор и придумать гениальную структуру для блока. О боже, что это? Так-то лучше. К информации, почему это лучшая структура на свете, вы еще не готовы, поэтому вы ее не услышите. Но сам факт того, что я использую 99% глоу-креаторов, говорит сам за себя. Кто я? Аянами Рэй. А кто ты? Аянами Рэй. Ты тоже Аянами Рэй? Да, я та, кого знают как Аянами Рэй. Итак, теперь эту структуру нужно чем-то заполнить. Но как же это сделать? Для начала нам нужно немножечко определиться с цветами и сделать гениальные эпилептические пульсы, чтобы они вырывали ваши глаза. Именно сейчас я этим занимаюсь, расставляю пульсы так, чтобы эффект лайна не находили на друг друга. Именно так мы добьемся эпилептического эффекта. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Получилось просто охеренно, как всегда, просто гениально. Теперь у нас есть 3 объекта на выбор, которые можно сунуть в блок. Обычно гениальные глоу-креаторы делают небольшой артик, в общем, для блока, который они суют в центр. И можно также использовать этот вот ромбообразный объект, который использует буквально каждый второй глоу-креатор. Его мы засунем в центр блока, подкорректируем цвет, сделаем обводочку дарвиновскую, ну, как бы все вот это вот клишейные дела, которые добавляют глоу-креаторы. Небольшие приколы, вот эти вот всякие дизайны, ну, как бы вот то, что должно быть в каждом блоке. Вот это все суем. Всякие приколюхи, треугольники, как обычно. Ну и не забываем про провода. Провода — это самое гениальное, что можно вставить в блок. И, конечно же, кирпичи. Кирпичи используют все для того, чтобы блок не был пустым. То есть нужно немножечко посрать кирпичами. Ну и еще немножечко дизайна. Также глоу. Глоу копирует цвет бэкграунда, то есть чтобы были пульсики, все было круто. Теперь мы добавляем еще больше глоу, используя вот такой вот лайфхак. В общем, да, вот так вот мы добавляем глоу, все. Теперь мы делаем 3D. 3D готово. Напоминаю, что обычно в партии бывает около 10-15, там может быть даже 30 блоков. У нас как бы есть всего один. Сейчас мы это исправим, добавим еще парочку вариаций. Много нам не нужно, себя не перетруждаем. Сделаем 3 блока, отразим их по вертикали. Итого у нас получилось 6 блоков. Теперь все эти 6 блоков можно будет копипастить по парту, и никто ничего не заметит. Все гениально просто. Прошло всего 3 минуты от видео, а у нас уже готовы все блоки в парте. Следующим этапом постройки будет окружение, и начнем с того, что нужно добавить граунд. Граунд делается предельно просто, нужно взять облака и раскопипастить их по парту. Теперь нам нужно добавить на этот граунд каких-то деталей, например, не знаю, теней, пил и еще чего угодно. Можно добавить всякие цепи, всякие приколюхи. Можно добавить вот эти объекты из редактора. Сделать на них блендинг, разный цвет. И вскоре можно будет на них добавить глоу. Следующим этапом постройки будет добавление Air декора. Делается он очень просто берем объекты из вкладки редактора, где крутятся объекты, добавляем вариацию и копипастим наш Air декор по всему парту, при этом прокручивая так, чтобы выглядело это более-менее сносно и не так сильно раскопипащено. Теперь нам нужно сделать бэкграунд. Бэкграунд тоже делается просто элементарно. Делаем один слой бэкграунда, на него делаем какой-то странный артик, там используя тоже облака и какие-то объекты, добавляем задний слой, отражаем его по горизонтали и добавляем на это все параллакс эффект. Следующим этапом будет постройка мувов. Мувы я пропущу, их не будет в спидарте практически, поскольку это выглядит очень странно. Теперь нам нужно сделать блок пульсы.
Потому что, ну, как бы без блок-пульсов наш парт выглядит не динамично. Нам нужны блок-пульсы, нам нужны гениальные эффекты. Без них наш парт будет выглядеть плохо. Как только я закончил с блок-пульсами, я приступил к следующему высокоинтеллектуальному эффекту, а именно лазеру. Лазер — это прекрасный эффект, который может добавить классной атмосферы вашему парту и опять же добавит прекрасной динамики. Теперь я делаю то, без чего не обойдется ни один парт, а именно добавление партиклов, и обязательно сделаю их черными. В принципе, на данном этапе наш парт готов. Давайте взглянем, что получилось. Чтобы осознать, насколько шедевральным получился результат, сравним его с партом более-менее схожим по качеству и прочтем комментарии снизу. Для тех, кто не понял, все показанное в видеоролике — это пример того, как не надо строить. Глоу-парты, описанные в этом видео, распространились как раковая опухоль. И каждый раз, натыкаясь на них на ютубе, мои глаза кровоточат, а очко пылает. И конечно же, у вас созреет резонный вопрос: но и ты же тоже когда-то был новичком, и ты тоже допускал такие ошибки. Так почему же ты засираешь нубиков? Конечно же, все мы проходили через это, и я также допускал ошибки. Скилл в креаторстве приходит постепенно, сам собой, с опытом, но есть небольшая оговорочка. Для того, чтобы апаться в креаторстве и в целом быть хорошим креатором, нужно, вспомни начало видеоролика, уметь думать во время постройки. Сейчас будет ГМД совет. Умение думать. Это самый сильный инструмент креатора. На вопрос, как стать лучшим глоу-креатором, можно ответить так: научитесь вдумываться и анализировать то, что вы делаете в редакторе. Решение абсолютно всех ошибок креаторов, которые были перечислены в этом видео, лежат на поверхности. Но креаторы вообще не предпринимают ничего, чтобы их исправить. Их абсолютно устраивает, что на протяжении года их парты абсолютно не меняются в плане качества. Они продолжают без конца совершать одни и те же ошибки. Но ведь можно просто подумать: стоит ли мне использовать эти структуры, ведь их использует каждый первый глоу-креатор. Быть может, мне стоит придумать что-то новое? Стоит ли мне делать заполнение именно так, ведь я исполняю так блоки в каждом своем парте? Стоит ли мне добавлять блок-пульсы на каждый блок, если они руинят цвета и композицию? Лично я всегда стараюсь учиться на своих ошибках и делать выводы для того, чтобы мои парты становились лучше. Конечно же, эти креаторы не потеряны напрочь. У них есть скрытый потенциал, который нужно им помочь раскрыть. Именно поэтому мы их пригласили в Черри и взяли под свое крыло. Креаторы, как я, Синт и Конси, помогают им раскрыть свой потенциал. И мы даем им советы и пытаемся сделать так, чтобы они строили лучше. В русском ГД комьюнити абсолютно отсутствуют гайды по креаторству, поэтому я постараюсь заполнить эту нишу. Следующим видеороликом на канале, скорее всего, станут самые распространенные ошибки креатора. Если вам действительно понравился данный формат, рекомендую поставить лайк. Если нет, то 2 лайка. Также напоминаю, что на моем канале регулярно проходят стримы, на которых я также рассказываю, как строить. И чтобы их не пропустить, можно подписаться и поставить колокольчик, а также зайти на мой Discord сервер, включить нотификации, чтобы успевать на стримы самыми первыми.